Всем привет! Вы на канале Rebel. Это часть 3.2 из серии уроков «Изучи C-Sharp, играя в Unity», является заключительной темой целочисленных типов. В прошлой части я рассказывал про целочисленные операции, среди них переполнение, создание шифратора и так дальше. А сегодня речь пойдет и уйдет. Зайдет и выйдет. А сегодня речь пойдет про особенности 8 и 16-битных целочисленных типов, особое значение float и double, а также немного подробнее про разницу между double и decimal. Поехали! Начну с 8 и 16-битных целочисленных типов. К ним относятся такие типы, как byte, sbyte, short и ushort. У таких типов отсутствуют собственные арифметические операции, поэтому они неявно преобразовываются в более крупные типы. Например, при попытке сделать простое сложение двух целых чисел будет ошибка компиляции, которая сообщает, что не может неявно преобразовать int в short, потому что, чтобы провести операцию сложения, нужно a и b перевести в int. А также возможна потеря данных. Для того, чтобы этот код скомпилировался, нужно добавить явное преобразование. Дальше расскажу про специальное значение float и double. В типах с плавающей точкой есть такие операции, которые имеют необычное значение. Это none, not number, плюс бесконечность, минус бесконечность и минус 0. Для таких значений предусмотрены константы. Например, для плюс бесконечность это positive infinity. Чтобы получить значение с результатом бесконечность, нужно поделить не нулевое число на 0. Например, первые две операции дадут плюс бесконечность, а вторые две – минус бесконечность. Результат none получается в результате двух ситуаций – деления 0 на 0 и вычитания бесконечности из бесконечности. В этих трех строках получаем результат none. Есть еще две ситуации, связанные с результатом none, но про них расскажу в следующем уроке, потому что там используются булевые проверки. А так как про них буду говорить в следующем уроке, потому пока пропущу. Для тех, кто уже знает все о булевских типах и операциях, можете перейти на следующий урок и по тайм-коду переместиться к нужной части урока, где завершу тему none результатов для вещественных типов. Теперь расскажу про несколько особенностей double и decimal. Тип double обычно используется в научных вычислениях, таких как пространственные координаты, а тип decimal в финансовых вычислениях. Таблицу, которую вы сейчас видите, более наглядно показывает отличительные характеристики между этими двумя типами. Комментировать тут нечего, все достаточно понятно, особенно если вы смотрели мои предыдущие уроки. Можете просто поставить на паузу и прочитать внимательнее. Те, кто уже начали делать скрины, чтобы сохранить себе, можете просто зайти в мой паблик в Телеграме или ВКонтакте, и там я опубликовал эту таблицу под тегом double and decimal Rebel. Скопировать его можете в описании к этому видео. Если это было полезно, с вас подписочка, и не только на YouTube, но и в этих пабликах. Буду очень благодарен. И напоследок пару слов про ошибки округления вещественных чисел. Типы float и double-bubble. Типы float и double определяются в двоичной форме, потому большинство литералов с дробной частью будут представлены неточно. Именно поэтому они не подходят для финансовых вычислений. А тип decimal – противоположность. Он работает в десятичной системе и может точно представить числа, как на примере этого кода. Задания не будет. Да, все верно. Этот урок был больше справочным, чтобы расширить ваши знания по теме вещественных и 8 и 16-битных чисел. Ваша задача запомнить этот материал, или поставить лайк и подписаться, чтобы узнать еще больше полезной информации, а этот урок не потерять на будущее. На этом все. Будут вопросы, пишите в комментарии. Спасибо за внимание. Да, все верно. Этот урок был больше справочным, чтобы расширить ваши знания по теме вещественных и 8 и 16-битных чисел.